Всем привет! Страсти скандала Трамп и Обама накаляются. В среду Тулси Габбард подлила масло в огонь истории о русском вмешательстве. Вот новые подробности. Скандал вокруг российского вмешательства в выборы 2016 года вспыхнул с новой силой. После того, как Дональд Трамп обвинил Барака Обаму в государственной измене, директор национальной разведки Тулси Габбард в среду неожиданно рассекретила еще один крайне конфиденциальный доклад. Документ, хранившийся в спецсейфе ЦРУ и окруженный множеством споров еще с времен первой администрации Трампа. Доклад, подготовленный республиканцами из Комитета по разведке, ставит под сомнение ключевые выводы разведывательной оценки 2017 года, якобы президент России Владимир Путин стремился помочь Трампу победить на выборах. Габбард заявила, что рассекреченный материал доказывает, что администрация Обамы не только знала о слабости доказательной базы, но и, возможно, сознательно участвовала в искажении разведданных. Хотя Габбард не пошла на прямое обвинение Обамы в государственной измене. Она подчеркнула, именно он, по их данным, дал указание на подготовку спорной оценки, которая, как утверждается, послужила основой для многолетнего давления на Трампа. Генпрокурор Пэм Бонди объявила, что Минюст создает спецгруппу для анализа документов, обнародованных Габбард, и возможных юридических последствий. Однако бывший директор национальной разведки при Обаме Джеймс Клэппер резко осудил действия Габбард, назвав ее утверждения ложными и необоснованными. Он также сообщил, что доклад республиканцев содержит ошибки в его адрес и искажает факты. Сенатор-демократ Марк Уорнер резко осудил действия Габбард, заявив, что ее шаг посылает миру сигнал о ненадежности США как партнера. Сама Габбард настаивает, доклад разоблачает скачки в логике и опору на слабые источники в оценке 2017 года. Тем не менее, и в опубликованном документе, и в обзоре ЦРУ под руководством Джона Рэдклиффа говорится, что общая оценка о вмешательстве России была обоснованной, хотя и основанной не на твердых фактах, а на выводах из ряда индикаторов. Противники Габбард указывают, что доклад игнорирует важные доказательства, а обвинения в фальсификации голословны. Бывший глава разведки Джеймс Клэппер назвал утверждения Габбард лживыми и абсурдными. Доклад Палаты представителей критически оценивает методы, использованные разведсообществом для вывода о стремлении Путина помочь Трампу. В частности, указывается, что вывод был сделан на основе одного сомнительного источника и аналитического скачка, альтернативные данные, например, о возможном безразличии Москвы к результату выборов, были недооценены или проигнорированы. Центральный спор крутится вокруг того, действительно ли Путин отдавал предпочтение Трампу. Согласно официальной оценке разведки 2017 года, ЦРУ и ФБР заявили с высокой степенью уверенности. Но республиканский доклад Палаты представителей утверждает, что это суждение основано на одном скудном и непроверяемом фрагменте и слабых источниках. А также упускает сведения, якобы указывавшие на то, что России было безразлично, кто победит. Тем не менее, в обзоре ЦРУ, подготовленном Джоном Рэдклиффом, признается, вывод о стремлении Путина помочь Трампу был правдоподобен и разумен, хотя и скорее логическим заключением, чем фактом, основанным на конкретной информации. Интересно, что в докладе содержится упоминание приказа Путина передать собранные российской разведкой материалы Wikileaks. Речь шла, в частности, о письмах Джона Подиэсты, главы предвыборного штаба Клинтон. Эти документы стали мощным информационным оружием в преддверии выборов. Однако в докладе также говорится, что часть компрометирующей информации на саму Клинтон по каким-то причинам так и не была обнародована. Республиканцы задались вопросом, если Россия так стремилась помочь Трампу, почему она не использовала все свои козыри против Клинтон? Одним из камней преткновения остается и пресловутое досье Стила «Компромат на Трампа», подготовленный бывшим британским разведчиком Кристофером Стилом и оплаченный штабом Клинтон. Это досье, хоть и не играло ключевой роли в официальной оценке разведки, было приложено к итоговому отчету, что республиканцы рассматривают как политическую манипуляцию. Спецпрокурор Джон Даррим 4 года расследовал деятельность ФБР и разведки по этому поводу, но ни одно уголовное дело в отношении американских чиновников возбуждено не было. Несмотря на это, как в самом докладе, так и в более раннем обзоре ЦРУ, проведенном Джоном Рэдклиффом, признается, что вывод разведки был логичным и обоснованным, пусть и не основанным на прямых доказательствах, а скорее на ряде индиректных признаков. В поведении официальных лиц, медиа, логике и контексте.
Примечательно, что даже критики не утверждают, будто отчет был сфабрикован. Речь идет о разночтениях, уровне доверия к источникам и оценке вероятности. ЦРУ, ФБР и АНБ в 2017 году по-разному оценили достоверность анализа, первые два с высокой степенью уверенности. АНБ – с умеренной. Публикация доклада вызвала тревогу в разведывательных кругах. Сенатор-демократ Марк Уорнер заявил, что безответственное раскрытие данных может поставить под угрозу источники, методы и сотрудничество США с союзниками. Анонимные источники в Конгрессе сообщают, что доклад был опубликован до завершения внутреннего редактирования, несмотря на продолжающиеся переговоры между ведомствами. В рассекреченной версии остались фрагменты, указывающие, как именно была получена информация, включая агентурные данные о взглядах Путина. Один из сотрудников разведки прокомментировал: «На месте наших информаторов я бы сейчас молчал. Напомним, что в 2017 году США вывезли из России одного из своих ключевых источников. И теперь опасаются, что утечка может спровоцировать потерю новых агентов». Решение Габбард рассекретить доклад, от которого отказались даже лояльные Трампу чиновники, в том числе Джон Рэдклифф, произошло на фоне слухов о ее шатком положении в администрации. В июне Трамп публично раскритиковал ее оценку ядерной угрозы со стороны Ирана, а журналисты заметили ее отсутствие на важных совещаниях по нацбезопасности. Источники CNN сообщали, что Трамп считал ее не в теме. Публикация доклада могла стать попыткой восстановить доверие, продемонстрировать лояльность и нанести удар по старым политическим оппонентам. Комитет по разведке Палаты представителей годами настаивал на рассекречивании материалов. Однако их содержание оставалось столь чувствительным, что изучать их можно было лишь в штаб-квартире ЦРУ, в отдельном сейфе, прозванном Турдакеном. Ранее документы были частично отредактированы в последние дни президентства Трампа, но полностью опубликованы только сейчас. Пропавшая неотредактированная версия до сих пор не найдена. Ну что ж, будем ожидать результатов от спецкомиссии. А вдруг действительно мы узнаем правду? Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. У меня на сегодня все. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо и до встречи.